Да, здесь хорошо. Это мое место силы. Сейчас я настроюсь. Я готова рассказывать, если вы готовы меня слушать. Только прошу вас меня не перебивать. Хорошо? Договорились? А то я выйду из потока. Ну что, поехали? Камера, мотор. Вы хотели услышать про касатку? Так вот, она появилась в бухте морского дракона около недели назад. Здесь водится много живности. Кетобарозавры, ктулху, кракены. Но кит-убийца – это что-то из ряда вон выходящее. С ее появлением в нашей гавани все перевернулось вверх дном, и никто не знал, что с этим делать. На острове стали происходить странные вещи – кражи, погромы, метеоризм. На этой неделе ограбили 2 магазина при странных обстоятельствах. Шериф себе всю голову сломал. Горожанам пришлось скидываться на новую. А поскольку я умудренная опытом женщина, я сразу поняла, что между этими событиями есть какая-то связь. А? Вы спросите, что я предприняла? Отличный вопрос, господин журналист. Я наняла частного детектива, Фрэнка Харди, чтобы он помог разобраться с происходящими событиями. Но вскоре юноша понял, что в этом деле ему нужна помощь. Мистер Дрю, не отпустите ли вы со мной Нэнси в небольшое путешествие? Я хочу свозить ее на остров Лжи. Остров Лжи? А что название такое нехорошее? Слушай, а может у тебя есть на примете остров добра и позитива? Вот туда бы я ее точно отпустил, а? Да вы не беспокойтесь, с ней все будет хорошо, и она останется довольна. Ну отпустить-то я отпущу, но думаю, что она не поедет. Почему? Потому что если в этом путешествии не будет хотя бы одного повода для расследования, то ее вряд ли это заинтересует. А если расследование будет? А что? Ты хороший парень. У тебя даже работа есть. Отпущу. Тогда договорились? Договорились. Позвольте напомнить, что я настоятельно просила не перебивать меня, даже если это флешбеки из прошлого. Так вот, они приехали сюда вместе около 3 дней назад. Да, все верно. Они остановились вон там, возле яхты Кейт Файрстоун. Получается, ты пока ничего не узнала об этом ките-убийце? К сожалению, почти ничего. Но это ненадолго, ведь теперь не будет помогать сама Нэнси Дрю, лучший детектив на свете. Спасибо. К сожалению, мне местные не очень доверяют, потому что знают, что я веду расследование. Так что тебе придется поработать под прикрытием. Я знаю, ты это умеешь. Еще как! Пока я тут был, я навел справки и узнал, что местный специалист по морским паразитам Кейт Файрстоун является хорошей знакомой Джесс. Через нее я все устроил так, чтобы Кейт приняла тебя у себя на яхте, пока ты здесь отдыхаешь. На каникулах. Понимаешь? А теперь я вынужден тебя покинуть. Нас не должны видеть вместе. Я тебе позвоню. Конспирация. Хорошо, Фрэнк, я подведу, я не поняла. Ой, в смысле, я не подведу, я поняла. Привет. Ты должна быть Нэнси. С чего вы взяли? То есть, да, я Нэнси Дрю. Здравствуйте. Я Кейт Файрстоун. Приятно познакомиться. Знаете, так приятно приехать на каникулы посреди учебного года. Как все хорошо совпало. Да. Я только что вернулась из магазина, покупала продукты. Джесс пригласила тебя сюда в удачное время. Как раз на прошлой неделе касатку видели в проливе, а теперь она... О боже, что случилось? А что случилось? Что случилось? Что? Кто-то здесь все разворотил. Двигатель весь разобран, механизмы повреждены, а некоторых запчастей вообще нет. Кто это сделал и зачем? Вы кого-нибудь подозреваете? Может быть, это могла быть касатка? Нет. А хотите, я починю вам двигатель? Многие могут подумать, что я детектив, но на самом деле я лучший чинильщик штук во всем Риверхайтс, правда-правда? Послушай, у тебя каникулы. Отдыхай. Поезжай на велосипеде в город или возьми мой каяк.
Он у причала. Только не забывай всегда надевать спасательный жилет. И не заплывай за буйки в проливе. А если начнет спускаться туман, то сразу же плыви к берегу. Густые туманы здесь бывают часто. И никогда не уходи без GPS, прибора глобальной системы навигации. Мой прибор где-то здесь. Как бы то ни было, ты можешь пока пойти распаковать чемодан. Каюта внизу. Ну, смотрите. Блин, наверное, она догадалась, что я на самом деле сыщик. Надо будет на яхте что-нибудь починить, чтобы отвести от себя подозрения. Так Нэнси Дрю приступила к расследованию. И хоть я и наблюдала за ней в бинокль, то, что происходило внутри яхты, мне не удалось разузнать. Ну что же, время выяснить, что происходило внутри яхты. Ну, сосатка, берегись, за дело берется Нэнси Дрррр. 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 Ага, что тут у нас? Трупы? А тут что? Карта? Подозрительно скучная карта. Так, что еще? Опа, супердрючный базированный календарь. Да Кейт наш слон, сразу видно. Бумажка с буквами, кружка. Ага, подозрительный чемодан. Ой, это же мои вещи. Чё это я в самом деле? А это что? Иу, кухня. Вот. Оказывается, наши вредители достали все книги из выдвижного ящика. Хотите, я починю ваши книги? Это было бы здорово. Отлично. Ах, как хорошо, когда у тебя ОКР. Так, посмотрим, что тут у нас. Целина Л.И. Брежнев. Искусство коммунальных платежей и сдачи показаний счетчиков М.Р. Душнилов. Морфология растений И. Сенкевич. Кажется, во мне только что что-то умерло. Ну, неужели здесь совсем-совсем нет ничего подозрительного? С чем вы мне прикажете работать? Как же я... Погодите. Дрю-локатор засек поблизости, кажется, записку с угрозой. Да, так я и знала. Кейт, раньше же здесь не было этой записки. Ну, а то мало ли это предмет интерьера. Нет, наверное, ее оставил тот, кто вывел из строя мою яхту. Тогда в коллекцию. Хо-хо-хо. Не думала, что касатки настолько умные, что умеют писать. О, GPS Кейт выглядит неважно. Ё-моё, им как будто бы кирпичи крошили. Интересно, его можно починить? Надо будет отнести его Кейт, может быть, она что-нибудь... Блин, извиняюсь, я за собой все вытру, я... Кейт, у вас еще и воду украли, трубопровод сломан. Будет здорово, если ты сможешь починить его. Вот он, мой шанс. Рука, сейчас не время, отставить. Так-то лучше. Вуаля, трубы соединены. Я же говорила, что я не детектив. Под трубами что-то есть. Энди Джейсон. А кто такой этот Энди Джейсон? Энди тоже организует прогулки для наблюдения за китами. Он хочет купить мою яхту. Если бы я получала $1 за каждый его визит, то давно бы купила новый двигатель, вместо того, чтобы ремонтировать старый. А чисто гипотетически, мог ли он разгромить вашу яхту? А если грязно гипотетически? Нет. Нет. Знаешь, Нэнси, как бы то ни было, вчера на городском собрании я слишком погорячилась. Эту касатку, этого кита-убийцу, видели в проливе около недели назад. И с тех пор здесь только об этом и говорят. Она проплывала очень близко к лодкам, поэтому я позвонила в Национальную комиссию по рыболовству. Они сделали кое-какие записи и провели несколько тестов. Результаты сейчас анализируют. А пока комиссия запретила всем лодкам подплывать к ней ближе, чем на 100 метров. Нарушителям придется платить штраф в размере $1000. Это и было темой вчерашнего собрания. И некоторым это не понравилось. Конечно. С этим не согласны люди, которым приходится зарабатывать на жизнь ловлей рыбы. Теперь им приходится огибать остров, чтобы не столкнуться с касаткой. А на это уходит много времени и топлива.
Некоторые говорят, что ее необходимо увезти в открытое море. Я согласна с запретом. А если обнаружится, что касатка больна, ее нужно будет везти на лечение в специальный центр, а не выпускать в море. Вот что я думаю. Это я и сказала вчера на собрании. Только жестче. Понятно. Что ж, Насколько я помню, после этого она решила отправиться искать этого самого Энди Джейсона. конечно, ведь он был главным подозреваемым. Надо сказать, эта девочка Нэнси Дрю оказалась крайне интересной персоной, за которой было очень любопытно наблюдать. Оу, кажется, папин подарок скукожился от холода. Ну что ж, Ведь у нее всегда находились какие-нибудь непредсказуемые козыри в рукаве. во! Записочка. Дорогая Нэнси, вот тебе велосипед, чтобы тебе больше никогда не приходилось сдавать экзамены по верховой езде. Пожалуйста, постарайся ездить на нем по бутикам и тусовкам, а не по очередным расследованиям. С любовью, папа. Папа. Муа. А папа позаботился. Пока Нэнси держала курс на развлекательный центр, по дороге она нашла то, что предназначалось именно ей – бутылку с посланием. Что? Откуда я знаю, что именно ей? Очень хороший вопрос, мистер журналист. Я это знаю, потому что это послание написала я. Ну-ка, давай. Да! Простак. Интересно. И что это значит? Что-то я про это слово слышала. Простак, Сережа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием. У женщин. Да, даже Владик знает, но... Ой, это же про просак было. Блин, немножечко не то. Ну, ладно, ничего, надедуктируем и выясним. Поехали! Привет. Добро пожаловать. Можешь здесь все осмотреть, прочитать. В общем, чувствуй себя как дома и веселись. Ой, обязательно буду, спасибо. А вы Энди Джейсон? Да, а как ты узнала? Я Нэнси Дрю. Я... Как там было? Я приехала на каникулы Кейт Файрстоун. Я нашла вашу визитку у нее на яхте. Приятно познакомиться, Нэнси. Друг Кейт – мой друг. Несмотря на то, что она не хочет продавать вам яхту. Должен сказать, это слегка разочаровывает. Мне не нравится то, что она забирает моих клиентов. И, честно говоря, с появлением этой отбившейся от своей группы касатки, она переманила многих из них. А разве касатка не помогает и вашему делу? Кейт добилась от комиссии по рыболовству разрешения наблюдать за состоянием касатки. А это значит, что она может плыть прямо к касатке, а моя яхта должна держаться от нее подальше. Разве Кейт берет пассажиров, когда плывет наблюдать за ее состоянием? Конечно. Причем они ей платят. Платят в смысле деньгами? То есть платно, да? Да, конечно. Как жаль, а у меня как раз очень мало денежков. Так же мало, как у Кейт, работающих двигателей, потому что сегодня, между прочим, кто-то проник на ее яхту и все там разворотил. Очень плохо. Да, но кому-то это выгодно. Вам, например. Да, пока яхта Кейт неисправна, я переманю всех ее клиентов. Ваша прямота меня прямо обескуражила. У меня аж в голове затроило. Я, пожалуй, пойду осмотрюсь, хорошо? Киты всех круче! Ага. Нэнси Дрю провела в этом месте достаточно много времени. И это неудивительно. Мир китов – это место, где любой ребенок может развлекаться с пользой для себя часами напролет.
А Нэнси была как раз таким ребенком, только взрослым. Нам нужна карта. Задача этого центра – сделать так, чтобы каждый турист, побывавший здесь, стал лучше разбираться в морских млекопитающих. Как и любому, кто впервые посетил мир китов, Энди выдал Нэнси бесплатную карточку, благодаря которой можно было играть в познавательные игровые автоматы и получать за это призы. Мне нужно это. Все. Энди, мне полагается морская прогулка по талону, как при коммунизме. Поздравляю! Это будет особенная прогулка. Только мы вдвоем. Разрешите составить вам компанию? Ого, привет, Фродо! Не ожидала тебя здесь увидеть. Я хотел бы отправиться вместе с вами. Не переживайте, я заплачу. Фрэнк, спасибо тебе большое, что ты пригласил меня на этот остров. Так классно провожу здесь время. Я столько всего выиграла. Например, вот эту касатку. Но ты посмотри, ну она же тупая. Нэнси, смотри! Касатка? Стой, 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 стой! Ты куда? Ты чего? Так она же уйдет. Нэнси! Эта касатка не кит-убийца, а кит-подозреваемый. У нас слишком мало доказательств, чтобы считать ее убийцей. Да и состава преступления-то на самом деле еще нет. Так что ты, наверное, прав. Спасибо вам, Энди, за... А где он? Наверное, он решил перепарковать свою яхту. О, Фродо, ты вернулся. Я не Фродо, я Фрэнк. Уже Фрэнк. Да. Извини, я запуталась. И я думаю, что таких бутылок больше, чем одна. Ну, мне кажется, должен быть какой-то ключ к расшифровке этих невнятных кракозябр. Но для того, чтобы это выяснить, мне надо встать на воду, а для этого мне нужен GPS. А GPS удалили ща и сломали колени, так же, как и остальным приборам на яхте. А без GPS плавать неправильно, это нехорошо. Кажется, я знаю, кто может тебе помочь. Поезжай на своем велосипеде в кафе «Горячий чайник». Я уверен, что у старого морского волка Холта Скотта что-нибудь точно для тебя найдется. Правда? Спасибо! Проехав бары «Тонущая сельдь» и «Умирающая чайка», Нэнси, как и посоветовал Фрэнк, приехала в кафе «Горячий чайник», одно из самых известных заведений бухты Морского Дракона. Ведь, как известно, жителям нашей лагуны довольно осязаемо нечего делать, а поэтому упоминаемый Фрэнком Холт чуть ли не круглосуточно просиживал штаны именно здесь, за барной стойкой. Что ты хочешь? Я Холт Скотта. Я Нэнси Дрю,
остановилась у Кейт Файрстоун. Зачем тебе вообще понадобилось это делать? Называть себя Нэнси Дрю или останавливаться у Кейт Файрстоун? Ты ведь не из тех, кто выступает за спасение касатки, а на остальных плюет с высокой колокольни. Она показала себя вчера. Плевать ей на нас, рыбаков. Ей гораздо важнее спасти эту бедную несчастную касатку. А до того, как люди будут зарабатывать себе на хлеб, ей нет дела. Ну, конечно. Разве эта касатка причинила вред ее бизнесу? Нет, что вы. Ее дело процветает. Вот это и странно. А может, и причинила. Сегодня кто-то откосатил всю яхту Кейт, и теперь, если она все же решится продать ее Энди, ей придется сделать ему большую скидку. Она поплатилась за свою самоуверенность. Ну, как бы там ни было, добро пожаловать в бухту морского дракона. Будет нехорошо, если я просто начну клянчить у него GPS. Надо как-то подойти издалека. Так вы рыбак, да? И теперь вы на пенсии. Я рыбачил во всех океанах и ловил любую рыбу, какую только можно продать. Живу здесь уже 11 лет, а сегодня с 8 утра мне приходится участвовать в разных встречах в рамках избирательной кампании. Вы баллотируетесь в мэры? Думаю, людям в округе самое время заняться настоящими делами, вместо того, чтобы делать что-то общественно приемлемое. Нынешний мэр слишком много внимания уделяет защите окружающей среды. Проблемы людей ему не интересны. А вот теперь пора. К слову о проблемах людей. Можете ли вы мне оказать помощь как будущий мэр? Дело в том, что я подписчица паблика «Лагуна рыбаков». А еще мой любимый исполнитель Александр Рыбак. И вообще меня очень тянет по репродуктам. Но я не могу плавать на каяке, так как GPS-навигатор Кейт... Ну вот, вы можете сами посмотреть. Нет, вы посмотрите повнимательнее. Этот навигатор был из тех, кто просто любит жизнь. Ну, молодой был, понимаете, жизни еще не видел. Да, это настоящая проблема. Знаешь что? У меня в сумке есть запасной GPS. А знаешь, что еще у меня там есть? Карамельки, подпруга, камера для фотографирования птиц. Я составил небольшой тест по морской навигации и подумываю о том, чтобы давать его тем, кто хочет арендовать любое судно. Когда я стану мэром, это войдет в правило. Вот он. Я хочу сэкономить городские средства на спасении людей, которые ничего не понимают в навигации. Но проблема в том, что тест еще не опробован. Мне нужен подопытный кролик. Если ты пройдешь тест, GPS твой, а для последнего задания тебе понадобится эта корзина. Справи быдло. Из чего вы мне посоветуете начать? Голосуй за Холта. Экий вы хитрый! Я могу с уверенностью заверить, что Холт, рыбная скряга, никогда ничего не дал бы просто так. Он наверняка всучил Нэнси свой распроклятый тест по морской навигации, который мучает город уже на протяжении недели. Знаете, это один юноша-умник, пока пытался раскрывать дело в одиночку, подал Холту идею, что у его предвыборной кампании должна быть фишка. И вот он ее и придумал. Чем я могу тебе помочь, Нэнси? Поскольку мы не знакомы, есть только одно объяснение, откуда вы знаете мое имя. Когда тетя Айрис передала мне это кафе, она сказала: «Джена, скоро ты станешь хорошим слушателем». И она была права. Так значит, ты гостишь у Кейт Файрстоун. Сочувствую. Сочувствуете? Поч. Эту касатку необходимо как можно быстрее доставить к ее группе. И точка. И неважно, что говорит эта мисс-выскочка-всезнайка. Может быть, других и введут в заблуждение ее рассказы о графиках, научных тестах и прочей ерунде, но только не меня. Я-то знаю, что ее цель – поместить касатку в аквариум. Я не удивлюсь, если узнаю, что она тайно кормит касатку. А это, кстати, запрещено. И знаешь, что еще? Я не удивлюсь, если она сама вывела свою яхту из строя. Кейт знала, что после вчерашнего собрания в этом все будут подозревать Холта и не захотят голосовать за него. Слушай, давай сменим тему. Давайте. А на какую? Так, спроси что-нибудь полезное для расследования. А Энди Джейсон здесь бывает? Сюда все заходят. Жители бухты морского дракона и дня не могут прожить без моего супа из устриц. Если захочешь тарелочку, только скажи. Только скажу, очень хочу. Только у меня
проблема, понимаете? У меня очень мало деньги, вот, всего 1 штука. И я берегу ее на экстренный случай. Может быть, мы могли бы... Я все поняла. Следующая порция также за счет заведения. Ого! Точно коммунизм! Спасибо! Да-да. Как вкусно-то! А главное, бесплатно! Ну что ж, попробую заполнить то, что хотя бы знаю. Страна захода солнца. Запад. Ага, сторона восхода луны. Восток. В какое созвездие входит полярная звезда? Малая Медведица. Да тут же все легко и просто. Ой. А дальше легко и просто, кажется, заканчивается. Якорь мне в материалы дела. Кажется, придется немного потрудиться. Левая сторона корабля называется... Левая. Шхуной называется судно, у которого есть 2 веслы. Что это обозначает на азбуке Морзе? Так. Мэр бухты Холт? А почему в конце знак вопроса? Он что, сам не уверен? Оснащен он гарпунами, ходит в море за китами и везет китов домой? Это судно? Осуждаю. Во. Супер! Осталось только поймать самца. Данжнит... Даркис данжнетского краба, вот. Единственное, что я знаю о крабах, так это то, что они любят деньги. Возможно, это и есть тот самый случай, ради которого я хранила деньги. Но на этот раз у меня их очень мало. Всего 1 жалкая бумажка. Но, надеюсь, мистера Краба такая сумма устроит. Деньги, 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 деньги. Деньги, 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 деньги. Деньги, 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 деньги. Подождите, а зачем, интересно, мне нужно знать, как выглядит самец краба для знания морской навигации? А не поднимает ли Холл бизнес за счет лохопедов, сдающих этот экзамен? Да нет, бред какой-то. Деньги, 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 деньги. Деньги, 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 деньги. Кс-кс-кс. Какой краб! Money. Да! Я принесла вам краба. Ничего, что он немного испорченный. Я просто никак не могу выдернуть эту купюру у него из клешни. Вы примете такого? Ну, давай посмотрим. Все верно. Поздравляю. Вот твой прибор GPS. Просто включи и следуй инструкциям. Я возьму у тебя краба. Категорическое спасибо. Я-хо-хо. Ой, как хорошо, что Холт согласился принять у меня испорченного краба. И, как ни странно, мой тест. Ведь я его наполовину написала наугад. Наверное, угадала. Кажется, я заслужила немножко обнаглеть. Знаете, ваш суп из устриц действительно нечто. Уже несу. Следующая порция также за счет заведения. Зачем? Я нашла бутылку записки Муслим. Эти записки в бутылках, которые ты здесь найдешь, написала Холли Хадсон. Она пишет только какие-то непонятные буквы и цифры. И всего одно слово. Простак. Она переехала сюда с мужем где-то 20 лет назад. Они сколотили состояние в Голливуде и просто хотели жить в свое удовольствие. Замечательные люди. Очень активные. Холли была мэром 8 лет. Но затем умер ее муж. Они были женаты так долго, что, в общем, тогда она практически сама умерла. Что вы имеете в виду? Она стала сходить с ума, начала делать странные вещи, а однажды поплыла на лодке на остров, который принадлежал ей и ее мужу, и больше не вернулась. Каждую неделю я ставлю пакеты с продуктами перед дверью ее хижины, и иногда вижу ее внутри. Но все мои попытки поговорить с ней заканчиваются неудачей.
Интересно, что она хочет нам сказать? Неизвестно, что творится у такого человека в голове. Дженна, спасибо за суп. До свидания. Значит, я была права, и эта бутылка действительно не одна. А вдруг это Холли Хадсон хочет нам что-то сказать? И это что-то невероятно важное. Тогда мне нужно найти все эти бутылки и непременно выяснить, кто он такой, этот ваш простак. Но без шлема плавать нельзя. Каково же было разочарование Нэнси, когда в разгар ее вдохновения она обнаружила, что каяк Кейт украли при утреннем налете на яхту. Да как так можно-то, а? Ну знаете ли, это несправедливо. Я тесты решала, я суп ела, я бутылки таскала в конце концов. И ради чего? Ради вот этого? Ради пустоты? Зачем? Скажите, зачем касатке каяк, если она и так умеет плавать? Нет, подождите, я это так просто не оставлю. Я докопаюсь до правды. Я восстановлю справедливость. Алло, Фрэнк, привет. Слушай, а ты, случайно не брал каяк Кейт? А то его кто-то взял и спиздил! Но Фрэнк не брал каяк Кейт. Поняв, что этот факт приводит Нэнси в расстроенные чувства, он предложил ей альтернативный вариант развития событий. Они решили не унывать и подойти к решению проблемы творчески. Вот так. Как мы его назовем? Полиэтиленовая буря! Полиэтиленовая буря? Хорошо, только помоги мне достать шлем из рюкзака. Вот! Хорошо. Только, Нэнси, без шлема плавать неправильно. Ты прав! Наконец-то хоть кто-то меня понимает! Точно! Береги себя, Нэнси. Я тебе позвоню. Я не знаю, почему ты читаешь рэп. Все говорят, что ты им сильно... А, очки! Ой. Алло. Привет. Ну что, получается? Да знаешь, интересный эффект. Оказывается, когда я без очков, все такое четкое и подвижное. Но стоит только мне их надеть, как все вокруг становится статичным, прям как в компьютерной игре. Прикольно. А что с бутылками? Не находила пока еще больше? Погоди-ка. Кажется, еще больше только что нашла. Хм-хм-хм. Может быть, это координаты? Хорошая мысль. Но тогда 2 бутылок будет явно недостаточно. А это ненадолго. Сколько всего из своей жизни повидала, но такую насмешку над природой я еще не видела никогда. Жаль, у меня нет фотографии того полиэтиленового ужаса, что они смастерили. Я удивлена, что он не просто не развалился, когда они поставили его на воду, а еще и выдержал то упорство и темперамент, с которым Нэнси искала по проливу мои послания. Она со скоростью моторной лодки рассекала по местности, обыскивала даже те уголки, куда нормальный человек точно бы не рискнул сунуться. Но про нормальных людей и не слагают легенды.
Похоже, это последнее. Теперь можно попробовать вбить координаты. Возможно, ей следовало бы не таскать с собой всю эту стеклотару и оставлять только записки. Да в смысле не таскать? Я их подарю папе для его коллекции бутылок. У него все равно каждую новую часть Нэнси Дрю их становится все больше и больше. Ага. Ой, это не от Холли Хадсон. Это же от Нэнси Дрю ивента. Москва, привет! Я люблю! Нэнси Дрю! Сработало! Мне хотелось, чтобы то место кто-нибудь нашел, но кто попало, мне не подходило. Это должен был быть человек особенный, живым умом, горящим интересом и одержимый загадками. Нэнси Дрю прошла мою проверку, так как оказалась именно такой. На этом скрытом от посторонних глаз берегу ей предстояло найти мою шкатулку. Шкатулку? Так это я теперь знаю, что искать! Спасибо большое! Шкатулка, шкатулка, шкатулочка, шкатулка, не шкатулка, и это что? Рыбка? Опа! Вот эту шкатулку? Молодая леди, подслушивать рассказчика, во-первых, неприлично, во-вторых, это читерство. Простите, пожалуйста, я как-то не подумала. Так, как же это открыть? Эти флаги похожи на те, что были в чайной горячести, а те флаги обозначали буквы, а на записках с координатами этого места было слово «простак». Соответственно, это «ай» как просто! На удивление быстро разгадав мою головоломку, Нэнси получила дальнейшие инструкции к действиям с загадками. Очень много инструкций и очень много загадок. Я считаю, грош тому цена, кто устал и дремлет у окна. Тем более, что тому, кто дошел до этого момента, было бы уже поздно поворачивать назад. В этом письме нет абсолютно никакого смысла. Но это маленечко получается, значит, очередной шифр, что-то вроде типа того, да? Ага, да, наверное, надо заглавные буквы все выписать и посмотреть, что получится. Но это я сейчас, подожди, сейчас... Спроси ХС, ЭД и ДД о подарках Холли. Холт Скотта, Энди Джейсон и Дженна Деблин. Вас приветствует радио бухты Морского Дракона. Погода на сегодня. Синоптики прогнозируют густой туман на двойном яблоке, возможно, кратковременные касатки. О последних новостях. Касатка пока никуда не делась, так что держимся, братья-рыбаки. А теперь вы прослушаете музыкальную композицию «Дымок» от певца, творца, поэта, пророка Санбоя, чтобы Вокша смогла сэкономить силы на пересказе нудных событий. Касатка в бухте завелась, как говорится, понеслась. В туманах прячется она, размером как мешок говна. Но что сказать тут, йо-хо-хо? Нет рифмы к слову юхухом. По бухте бродят детективы для изучения перспективы. Дымок пошел по острову, дымок. Дымок, дымок окутал островок. Дымок пошел по острову, дымок. Дымок, туман окутал островок. Вдруг им удастся разгадать, в воде откуда это, блядь, облегчит жизни морякам, нам, работягам, рыбакам. Ну что же, круче всех киты, что плавают туды-сюды? Или всех круче детективы, что ищут скрытые мотивы?
Дымок, пошел по острову дымок, дымок, туман опутал островок, дымок, пошел по острову дымок, дымок, дымок опутал островок. Ок. А вот так поет серый кит. Ну, а может и не так. Ну, приблизительно. Дженни Холли подарила ожерелье. На нем написано «Мериен». Что? На ноже Холта написано «Фонный». Кого? На рисунке, что Холли сделала для Энди, написано «Лето» и арбалеты. Ну, хоть в чем-то есть смысл. Лето, Фонный и Мериен. Коричневое ухо фараонов. Алло, Фрэнк? Привет! Слушай, я хотела тебя спросить, ты что-нибудь знаешь о Холли Хадсон? Я? Это вроде как местная сумасшедшая, бывший мэр бухты и в прошлом голливудская актриса. Но думается мне, что это она хочет, чтобы они думали как о сумасшедшей, чтобы ее оставили в покое. Хотя лично я с ней никогда не встречался, поэтому точно сказать не могу. А что? Да дело в том, что она оставила мне послание в виде слов «Лето», «Фонный» и «Мерин». Летофонный Мерин? Ну и как это понимать? Мне кажется, это анаграмма. Я тебе сейчас на почту скину ссылку, где ты сможешь скачать программу «Веселая анаграмма». Ой-ой, спасибо большое! Ты лучшая. Веселые анаграммы. Вот бы кто-то сделал приложение «Ржачные мемограммы». Я бы точно поставила. Ну и что в них веселого? Минутку. Телефонный номер. Она хочет, чтобы я сигналами с маяка через азбуку Морзе отправила свой телефонный номер? Да, именно этого я и хотела. Но это же пиздец! А ты как хотела? Все по чесноку. Над островом сгущались сумерки, и день подходил к концу. Однако Нэнси все равно решила попробовать отправить мне сообщение через свет маяка. Ее уже было не остановить. Что ты здесь делаешь? Написано же, что здесь ходить запрещено. А значит, держись отсюда подальше. Ты, девчонка. Девчонка? Уходи. Да вы знаете, кто мой папа? Сейчас же. Ну или почти не остановить. Отступление не всегда признак поражения. Тогда Нэнси решила попробовать на следующий день. Алло, это тебе звонит твой лучший друг. Холодное пиво пенится в кружке, денежки, монетки, вы мои. Алло. Нэнси, у меня для тебя кое-что есть. Выйдем прогуляться. Ага, сейчас выйду. Вранье. А я вот больше всего подозреваю пока что Холта Скотта. Знаешь, он такой подозрительный, а ему ведь выгодно устроить все эти неприятности в бухте Морского Дракона в рамках своей предвыборной кампании. Знаешь, как говорят, создай проблему, реши проблему и живи на разницу. А самое-то главное, какого черта он меня на маяк не пустил, а? Что он там скрывает? Ну, я ему скандал учиню, вот по-любому он виноват в этом преступлении. А у тебя как дела? А я нашел несколько интересных улик. Показывай. Во-первых, Давай, ура, давай, я давай, обнаружил выброшенную на берег, внимание, атлантическую сель. Но опытные рыбаки говорят, что такая рыба в местных водах не водится. А это значит... Что кто-то подкармливает касатку. Именно. Но это еще не все. На берегу я нашел обломок с буквами Б и Е. Смотри. Б
Мне кажется, он с грузового судна. Но видишь, его края слишком острые, чтобы можно было предположить, что он долго находился в воде. Чтобы узнать, откуда он, мне нужно выяснить, из какого дерева он сделан. Так у Кейт на яхте есть микроскоп. А еще у нее есть очень скучная книга морфологии растений. Но вдруг она пригодится. Я могу попробовать сделать анализ и выяснить, что это за дерево. Нэнси, ты лучшая. Открой глазки. Открой глазоньки. Открой глаза, я сказал. Открой глаза. Откуда этот запах? Алло! Нэнси, доброе утро. Звоню, как и обещал. Привет, Фрэнк! Представляешь? Тут у Кейт целый холодильник тухлой рыбы. Интересно, зачем ей столько? Рыбы? А как она пахнет? Ну, она пахнет... как тряпки. Даже нет, постой. Ой, она пахнет как ваномас, воняющий тряпками. Это Атлантическая сельдь. Да? Это же значит, что... это Кейт подкармливает касатку? Что ж, день только начался, а уже зацепка. Посмотрим дерево под микроскопом. Ага, кажется, все понятно. Одну минуту, Фрэнк. Так, ага. Вот. Кажется, это мудрое дерево. Мудрое дерево? Ага, очень мудрое. Порода такая. Сейчас я тебе покажу для наглядности. Вот примерно вот такое. Спасибо, Нэнси. Теперь, зная дерево, я смогу определить, с какого судна этот обломок грузового ящика. Что собираешься делать теперь? Ну... Странно. А где же Холт? Оу. А пожалуй, что и не важно, где он. Важно то, что от него здесь осталось. Ну-ка, что же ты тут прячешь, ха-ха, Холт? Кажется, это кот от маяка. Представляешь, кто-то вломился в кафе, пока я ходила домой за ожерельем. Шериф только уехал. Не может быть, правда? Что-нибудь украли? Как это ни удивительно, но кроме продуктов, хлеба и яиц, пропали также инструменты и некоторые запчасти для лодок. А еще, когда я пришла, обе двери были закрыты и все окна целы. Вы не будете против, если я осмотрю здесь все? Если хочешь поиграть в детектива, я не возражаю. Будут вопросы, обращайся. Очень хочу. Честно говоря, я прямо сейчас этим и занимаюсь. Спасибо. Давай я уберу тарелку. А я ведь предупреждала, что так будет. Только меня в очередной раз никто не послушал. 3-я кража за неделю. А если бы я не предприняла меры, что было бы дальше? 4-я кража. У нашего шерифа ведь 3 класса образования. И так каждый раз. Я говорю, что и как надо сделать, а они словно глухие. Я им говорю, что карася надо ловить на мастырку, а не на манную болтушку. Не слушают. Я им говорю, давайте маяк будет содержаться на городские бюджеты, а не на деньги из моего кармана. Бесполезно. Я им говорю, что оладьи без муки – это омлет. Ничего, 0 результата. А вы часто делаете покупки в магазине «Клад Короля»? Все покупки я делаю в магазине «Клад Короля». Ай, блядь, да ёб твою мать. Где же я уже видела этот логотип? Запчасти для лодок, говорите?
Ух, ё! Я им раз сказал, они не понимают. Я им два сказал, они не понимают. Знаете, когда я была мэром бухты, здесь везде был порядок. В частности, потому что мы с мужем изучили каждый сантиметр бухты Морского Дракона. Мы знали, как устроен этот город, и знали его маленькие тайны. Ох, вот бы было отстойно, если бы я в очередной раз не взяла с собой такую нужную вещь, как фонарик. Но я учусь на своих ошибках. Ха-ха-ха! Так Нэнси смогла найти подземный туннель, коих в бухте на самом деле множество. Видите ли, во многих заведениях нашего города есть потайные ходы. Они образуют целую сеть, связывая здания и места между собой. Так вот как преступники совершали свои кражи. Они попадали в здание через потайные ходы. Вот мерзавцы. Их выкопали в конце 19 века, и истинное их назначение неизвестно, но в итоге они использовались для похищения людей. По ним мужчин насильно уводили матросами в плавание. Вначале парня поили, затем били по голове и по потайному туннелю переправляли настоящий в порту корабль, на котором он должен был работать матросом. Неважно, кем он был до этого. Бедняга приходил в себя в открытом море и понимал, что сохранит свою жизнь лишь в том случае, если будет выполнять все приказы капитана. Для капитанов того времени это был легкий способ набрать команду, а для некоторых горожан – хорошая возможность заработать. Блин, надо было спустить сюда велик. Я не знаю, что это, я не знаю, зачем мне это, но теперь это мое. Я заслужила. Секретные двери. Давайте сюда. Это мне надо. Этот звук. Эта дверь ведет на маяк. Отлично! Именно туда мне как раз и надо. Да как же она открывается-то, а? Черт, здесь ни ручек, ни замков. Неужели она открывается с той стороны? А, вот, ага. Сука, блядь. Ой, пиздец. Далее Нэнси нужно было посетить маяк, который возвышается над бухтой Морского Дракона. Это особенное место, многозначащее для меня. Недаром мне хотелось, чтобы тот человек, что сможет расшифровать мои послания, познакомился с этим чудесным маяком лично. Ого! Иммунитет! Мужчины и женщины, которые построили этот маяк в 1866 году, возлагали на него большие надежды. Маяк должен был не только предупреждать моряков об опасных отмелях, но и рассказать кораблям, проходящим мимо, о существовании их маленького городка. Ну тут и срач. Квартира Хованского отдыхает. Его вращающийся фонарь возглашал: «Здесь находится бухта Морского Дракона. Оставайтесь, помогите нам построить лучшее общество». Многие внимали этому призыву и оставались. Так и мы с мужем однажды поддались этому зову. Сейчас отмелей нет, и многие стали говорить о том, что мы перестали привлекать к себе внимание. Для некоторых маяк кажется бесполезным, и они хотят его отключить. Навсегда. О, эта лампочка подходит. Хорошо, что я догадалась взять с собой всю коробку. Я же не тупая! Да-да, игра, я сейчас на тебя смотрю, ага. Но я ни за что не позволю им сделать это. Если мне не удастся убедить правительство в том, что наш маяк является исторически важным местом, то я лично буду следить за тем, чтобы свет маяка никогда не погас. Даже если на это пойдут мои личные средства. Она еще и ржавая. За этим маяком вообще следили? Я надеюсь, что в конце концов жители гавани поймут, что наш маяк является даром из прошлого, который нужно ценить и оберегать.
Да. Привет, Нэнси. Холли? Холли Хадсон? Спокойно, девочка. Ты ведь разговариваешь не с королевой Великобритании. Хотя однажды я ее видела. Эти Винсдоры такие чопорные. Подождите, откуда вы знаете мое имя? Было бы желание, но не будем терять время. Я отправила тебе письмо. Прочитай его, следуй указаниям, и потом мы с тобой вместе пообедаем. Отлично! А я как раз знаю место, где можно очень вкусно поесть суп из устриц. Он, знаете, нажористый такой. Нет-нет, дорогая, это всего лишь такое выражение. В Голливуде никто на самом деле не обедает с тем, кому он обещает вместе пообедать. Я буду на связи. Не бойся, я буду следить за тобой. Спасибо. Стало гораздо спокойнее. Кстати, я кое-что вспомнила. Кто-то поднимался на маяк. Я не видела, кто. Надеюсь, они не сделали там ничего плохого? Ну, они тут слегка насвинячили. Нэнси, мы должны положить этому конец. Чао. У любого другого человека от подобного расклада событий, вероятно, бы точно кончилось терпение. Но только не у Нэнси Дрю. Испытания и загадки как будто бы наоборот возбуждали в ней все большее вдохновение и интерес, придавали ей сил и решительности, за что она мне и понравилась. Чтобы узнать, какую цифру обозначает каждая буква, попробуй решить эти загадки. Ух, ё! Дедукцию мне в чулки. Я очень надеюсь, что по этим координатам я найду что-нибудь полезное. Или клевое, или веселое, или касатку, или все сразу. Или... Ого, вот это киндер-сюрприз, внутри которого разочарование. Ну и что это за хрень? Привет, Нэнси. Я оценила твое умение идти в нужном направлении. Ты молодец. И за это ты только что была вознаграждена. Вы что, следите за мной? Прямо сейчас? Я всегда держу свое слово. А теперь послушай мое следующее задание. Надеюсь, ты любишь поэзию? Глубоко под землей наковальня лежит. Как найдешь ее, вверх посмотри. Возьми буквы на пляже, они место укажут. Буквы те знают лишь моряки. Извини, дорогая, у меня масса талантов, но я не поэт. Не подумайте, что я жалуюсь, но... Почему вы просто не дадите мне то, что хотите? Чем бы оно ни было. Потому что еще один такой глупый вопрос, и я повешу трубку. У матросов больше нет вопросов. Если я дам тебе что-то просто так, ты не поймешь ценности этой вещи. А вот если ты заработаешь ее сама, то сможешь использовать ее правильно. Так, на чем я остановилась? Да, прибор, который ты только что нашла. Он пригодится, когда ты придешь, куда собираешься. После того, как попадешь в то место, о котором говорится в моем стихе. До свидания, Нэнси. Я ничего не понимаю! Да, возможно, я поступала с Нэнси жестоко и несправедливо. Но пройдя школу Голливуда, я могу сказать, что такие ситуации делают человека сильнее. Жестокость и несправедливость закаляют, мотивируют, злят до такой степени, что злость становится движущей силой прогресса. И я верила в то, что Нэнси также закалится и станет сильнее. Кажется, я слабею. Слабею без супа из устриц. Нэнси, кажется, ты капитально подсела. Надо слазить с этого наркотика, а то я сама превращусь в устрицу-дрюстрицу. Так, вот это место. Камень, похожий на наковальню.
Фух, замечательно. Теперь, кажется, мне пригодятся буквы с пляжа. Бакборд, штиборд. Хорошо. Бакборд — это лево, штиборд — это право. Пусть будет, допустим. Ну что же, поехали? Как вы думаете, что она нашла, пройдя этот лабиринт? Ну, делайте предположение, не стесняйтесь. Что? Координаты? Нет, спасибо. Так что? Абсолютно верно. Как говорят у нас в Голливуде, угадали с первого дубля. Первый раз 10 это было даже прикольно. Ну, если я на этот раз не обнаружу на месте касатку, то я, как минимум, обижусь. Так, ну вроде чисто гипотетически это тут. Надеюсь, это не ядерная кнопка. Эх, опять не касатка. Хотя, подождите, а вдруг это... Нет, точно не касатка. Мне через это надо попытаться разглядеть во всем этом смысл или что? Холли? О, я становлюсь предсказуемой. На самом деле, это наш последний разговор. Как последний? Ну, знаете ли, это уже слишком. После всего того, что между нами было, вот так вот взять, поматросить и бросить, как минимум, некрасиво. Я бы хотела встретиться с вами лично. Боюсь, что этого не будет. Итак, ты добралась до финишной прямой. Вы хотите сказать, что я так и не услышу объяснений? Да. Знаете что? В конце концов, вот это все, это вам надо, а не мне. И вообще, я здесь на каникулах отдыхаю, а не расследую дело. И поэтому, либо вы мне немедленно рассказываете, что тут к чему, или я немедленно ухожу отсюда. Ну, в смысле, уплываю отсюда в любом направлении. Вот. Терпение, Нэнси. Используй то, что я дала тебе. И внимательно посмотри на корабль в бутылке в центре Энди. Очень внимательно. Придет время, и ты воспользуешься тем, что увидела. Я, конечно, начинаю понимать, почему местные считают вас сумасшедшей. Но ведь вы, очевидно, сами так старательно выстроили этот образ в глазах горожан. Почему вы хотите, чтобы они считали вас такой? Нэнси, когда умер мой муж, мне стало так скучно. Я любила Сан-Хуан, но люди в бухте Морского Дракона... Вот я и переехала на другую сторону пролива, и люди оставили меня в покое. Но затем в голову мне пришла идея поддерживать связь с каким-нибудь надежным человеком, на всякий случай. Так появились записки в бутылках. Ну а теперь иди, пока не слишком поздно, и держи в секрете то, что я тебе рассказала. Так вы мне больше не позвоните? Нет, как говорят в Голливуде, это конец съемки. Приятно было познакомиться. Ну что, я все правильно сказала? Ощущение, что меня поимели. А что вы на меня так смотрите осудительно? Нет, под таким взглядом я ничего рассказывать не буду. Простите, продолжайте, пожалуйста. Так, посмотрим, что там у нас. Ой, попробуй еще раз. Ага, ничего не понятно, но очень интересно. Энди, а вы что-нибудь знаете об этом бутыле в коробилке? В смысле, о кобеле в бутырке? Блять, о корабле в бутылке. О, анаграмма получилась. Может быть, даже веселая. Его сделал один из первых некоренных жителей Америки. Парень по имени Бенджамин Хокинс. Я купил его у одной леди, которая сошла с ума после смерти мужа. И все? Мадам. Ну и что мне теперь делать? Надо как-то снять злость. О, идея! Отлично, но этого мало. Что же еще придумать? Точняк, надо поймать Кейт за руку как дешевку. Тем более, что мне есть за что ей предъявить. Здравствуйте, Кейт.
У меня к вам парочка заковыристых вопросов имеется, и очень чешется их задать. Извини, Нэнси, я так проголодалась, что уже плохо вижу, не говоря о том, что плохо соображаю. Вы хотите есть? Ох, вам повезло, у вас на яхте есть целая кухня, где даже я могла бы сделать бутерброд. Это было бы здорово. Я же не это имела в виду. Оу. Нэнси, там нет ничего страшного. Просто возьми себя в руки и положи что-нибудь на хлеб. Это проще, чем кажется. Ну не могу я, понимаешь, я просто не могу. Это против моей природы. Что бы придумать? Может быть, ей просто из бутылки суп из устриц перелить, а? Нэнси, давай, ты же сильная и смелая. Я буду с тобой. Ладно, ты прав, ты действительно прав. Я сильная и смелая, я справлюсь. Господи, какой больной ублюдок придумал кухню. Так, ладно. Я вроде один раз в жизни это даже делала. Так, я смогла положить сыр на хлеб. Ну все, бутерброд готов. Чё, уже? Le buter c'est magnifique. Умираю от голода. Очень вкусно, спасибо. Ну а теперь я задам свои разведопросы. Вот Дженна Деблин сказала, что в числе похищенных из кафе вещей были запчасти для лодки, которые она купила в магазине «Клад короля». И я вот увидела у вас коробку из магазина «Клад короля» и просто подумала, что это интересное совпадение. Не находите? Все в округе делают покупки в магазине «Клад короля». Там продается почти все, в том числе и запчасти для лодок. Еще вопросы? Да. Вы знаете, что в морозильной камере рыба портится? Конечно, знаю. Тот, кто сломал двигатель, повредил также электропроводку. Теперь не работает ни морозилка, ни холодильник, ни телевизор. А зачем вам столько рыбы? Ну хорошо, я кормлю касатку. Но не я одна это делаю. Я одна не смогла бы ее прокормить. А в проливе очень мало рыбы даже для одной касатки. Но все же она в хорошей форме. А это значит, что ее кормит кто-то еще. Знаешь, сейчас у меня нет времени на праздные разговоры. Как только я починю двигатель, я отвезу тебя на материк, и ты сможешь сесть на самолет до Ривер-Хайтс. Мне жаль, Нэнси. Что? Что за подстава? Кейт! Хорошо, я никому не расскажу, что все грязные слухи и сплетни о вас оказались правдой. Но Кейт! Кейт! Вот кто бы мог подумать, что вы вот такой вот человек, с гнильцой. Правильно, вас никто не любит, а еще от вас воняет рыбой. Хартфу! А еще у вас книжки на яхте скучные! Фрэнк, помоги мне! Я в растерянности и не знаю, что делать. Холли-Молли меня бессовестно опрокинула, Энди Джейсон ничего не знает, а Кейт грозится отправить меня домой, хотя я, в отличие от нее, касатку трогала только игрушечную. Успокойся, солнце. Ты как следует обследовал маяк? Да. А после того, как ты открыл дверь с морским драконом, ты слышала щелчок позади себя? Да. Возможно, тебе стоит проверить пол в комнате с дверью. А ты откуда знаешь? Я же тоже зря время не терял. Я расследовал. И вообще, ты знаешь, оказывается, тот обломок, что мы сегодня с тобой смотрели, был частью груза судна «Беда». Стануло оно 5 лет назад в проливе, в бухте Морского Дракона. Его капитан часто распускал слухи о том, что на этом судне он стал победителем в кругосветной регате. Если ты был на маяке, то откуда ты узнал код от защитного замка? И почему ты не сказал его мне? Ты упускаешь главное, Нэнси. «Беда» стонул на большой глубине. Даже течения не могут вынести обломки из этого судна на поверхность. Это невозможно. Ходят слухи, что «Беда» возила контрабанду и даже контрабасы. Ну не может же быть, что это ты вскрыл горячий чайник и... Ой, Нэнси, плохо слышу. Связь пропадает, Нэнси. Очень странно. Вопреки эмоциональной потрепанности, Нэнси сделала так, как посоветовал ей Фрэнк. Так она нашла пещеру, которую так старательно скрывал мой муж, Бенджамин Хокинс. В этой пещере за особым замком был спрятан грот.
где сейчас и находился главный ответ на все загадки острова лжи. И эти ответы, должно быть, очень сильно удивили девушку-детектива. Какая любопытная любопытность! Должно быть, здесь и скрывался Бенджамин Хокинс. Вот только хорошие люди ни от кого не скрываются. Даже от налоговой. Даже от... Ой! О боже! Касатка! Настоящая! Ой, кто-то обучал ее. Она совсем не дикая. Подтвердим гипотезу эксперимента. О, этим точно не больно будет. Касатка, лови! Точно, она ручная. Я сейчас здесь быстро все продедуктирую и вернусь, хорошо? Договорились? Все, жди тут, жди. Так, беда. Видимо, обломок мудрого дерева отломился от такого же ящика. Экипировка для морских животных, развратный бандаж для касаток, атлантическая сельдь, ныряльный сьют и перчатки Кейт. Кажется, пазл сложился, касаточка. Кейт нас всех просто попользовала. Тебя она использовала, чтобы поднимать контрабандный груз со дна, а меня... Она просто заскамила как мамонта! Черт тебя дери! Ну как я могла заподозрить Фрэнка в неладном? Ведь он, между прочим, во всем оказался прав. И про грузовые ящики, и про атлантическую Ты права. Да, надо позвонить ему и извиниться. Фрэнк, прости меня, пожалуйста. Сейчас. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Все еще не берет. И не берет. Не берет. Эх, Фрэнк, где же ты, когда мне так нужен? Опа! Кажется, Кейт уехала. Почувствовала неладное, да? Нет, роднуля, не в мою смену. Мне нужна помощь. Отвезите меня на лодке, куда я вам скажу. Только срочно. А туда, в куда именно, я скажу, но попозже. Главное, сейчас. Прямо сейчас? Зачем? Ну зачем вы задаете такие умные вопросы? Ну просто надо! Кейт, скорее всего, кое в чем замешана, но это не точно. Я, может быть, ошибаюсь, но навряд ли. И надо плыть в место, где 5 лет назад было кораблекрушение беды. Это за проливом. Я не буду сейчас брать лодку. Лучше вызови береговую охрану. Но они не станут мне помогать, у меня нет доказательств. Я и сама не очень-то уверена в том, что делаю, но очень надо. Послушай, я никуда не поплыву. Ты знаешь, что делаешь, решай сама. Меня что, Холли Хадсон покусала? Почему я не могу объяснить вещи нормально? Успокойся, есть еще план Жо. Так, только давай нормально. Я надеялась, что вы мне поможете. Тебе что-то нужно? Кейт починила двигатель и уплыла на яхте. Наверное, она поплыла кормить касатку. Она ее, кстати, кормит, представляете? В общем, мне очень нужно найти ее. Кейт, не касатку. Хочешь, чтобы я отвез тебя куда-то? Не совсем. Я хочу незаметно подплыть к яхте Кейт. О боже, незаметно? Да, или к тому, что там находится. У меня есть все необходимое. Я все объясню по дороге. Только поплыли, пожалуйста. Я как раз собирался закрываться, так что прости, Мэнси, но иди нахуй. Ну и хрен с вами со всеми. Я сама доберусь до везде. Не нужен мне ни Холт, ни Энди, ни касатка. Я сейчас как всех разоблачу, и Фрэнк меня простит и будет мной гордиться. А потом я напишу письмо папе о своем расследовании и вообще буду круче любого кита. Ого, кажется, дело куда более серьезнее, чем предполагалось. Стоит ли мне лезть в одиночку на этот огромный злодейский корабль, не предупредив никого с берега о своем отплытии? Конечно, стоит, спрашиваешь?
Кепчук-вентиль, ха? Касатка ныряет в последний раз. Только что приехала моторная лодка с последней партией того, что было в морской пещере. Еще час и смываемся отсюда. Если команда меня заметит, мне конец. Значит, время стелса. Ой! Блин, ай, как больно. Надо аккуратней, что ли. Значит, время стелса. Что ты ешь? Вяленую говядину. Я позаимствовал ее в магазине туристского снаряжения. Хочешь? Зачем ты вообще полез в магазины? Босса чуть не раскрыли. Особенно после ограбления того кафе. Знать об этом туннеле и не воспользоваться им? Да это все равно, что дать ребенку ключ от кондитерской. Я не смог ничего с собой поделать. Нет времени. Нет, есть время. Контрабанда. И контрабасы. Ужасно. Эй, не спи. Босс сказал, что эта Нэнси Дрю может нам помешать. Можно подумать, она здесь появится. Я просто передаю слова босса. Будь настороже. Алло, Нэнси? Атакон, это у Liquid Snake. Не могу говорить, я на корабле ищу Metal Gear. До связи. Алло? Хорошо быть злодеем, правда? Да, наши коварные планы такие коварные. О да, одно сплошное коварство. Так задымить весь остров. Да, надеюсь, этот добрый детектив Нэнси Дрю не раскроет наше потайное нелегальное коварство. Не выдавай меня, хорошо? Я крадусь. Вот она, селедочный гений преступного мира. Все рыжие рыбные женщины – подозрительные личности, и я скоро это докажу. Кейт, вы раскрыты, сдавайтесь! Оу, это как так? Нэнси, я думала, меня никто не найдет. Как это возможно? Моя дедукция что? Несовершенна? Я что? Ошиблась? Да как это возможно? Я починила яхту и сразу же отправилась проверить, как дела у касатки. Уже темнело и спускался густой туман. Наконец я увидела ее, но какие-то люди уже кормили касатку со своего корабля. Они надевали на нее что-то вроде ремней. Увидев меня, они протаранили мою яхту, схватили меня и связали. Затем привезли сюда. Я не понимаю, что происходит. Я тоже! Ну, наверное,
Наверное, они используют касатку, чтобы поднимать контрабандные грузы со дна после кораблекрушения. Слышишь? Кто-то идет. Прячься, прячься. Кейт, ты будешь рада услышать, что твоя подруга Нэнси очень скоро к нам присоединится. Эй, как ты вытащила кляп? Значит, она уже здесь. Ну хорошо. Нэнси, где ты? Если бы я смогла вернуться к каяку, я бы поплыла за помощью. Ну а что, так и надо сделать. Вперед! Распроклятый устричный суп! Нэнси, только не сейчас, только не сейчас! Кто-нибудь держите ее! Ха-ха-ха, злобно я закрыл дверь, да? Очень злобно, ты суперзлодей. Нет, это ты суперзлодей. Так, что у нас здесь? Я подозревала вас с самого начала и сказала об этом Холту и Дженни. Если со мной что-нибудь случится, они будут знать, кто виноват. И вообще, того парня, что с нами катался, звали не Фродо. Понятно? Хорошая попытка, но обман я заверстучую. Наверное, все подумают, что ты утонула во время прогулки на каяке. Или я скажу клиентам, что тебя забрал морской дракон. Да, я так и скажу. Киокушинкай! А это еще зачем? Пока, Нэнси. Ой! Отличное касание, касатка! Ну, я сейчас за тебя отомщу. Ну что, Энди, как насчет того, чтобы поиграть в викторину, а? Чтобы сфотографировать синего кита, какой нужен объектив, а? Неправильно! Китовый! А как насчет того, чтобы изобразить звуки серого кита, а? Не слышу! Неправильно! А как насчет того, чтобы поиграть в море? Я буду китом, а вы планктоном, блядь! Хотя за кучу мерча и бесплатную поездку я вам признательна. А за то, что вы только что пытались меня задушить, нет! Нэнси Дрю, ты на борту? Это Холт Скотту. Я здесь с береговой охраной. Нэнси! Нэнси! Фрэнк! Это ты! Нашел. Так Нэнси разоблачила Энди Джейсона. Он придумал хороший план для переправки контрабандных шкур животных. Для этого он купил касатку, которую русские обучили и использовали в военных операциях. Потом он подстроил все так, словно эта касатка отбилась от своей группы, а затем спрятал ее, чтобы она по ночам выполняла для него грязную работу. Спустя некоторое время он и его сообщники вывели из строя яхту Кейт, чтобы она не стояла у них на пути. Им нужны были рабочие перчатки, и они украли их у Кейт. Сообщники Энди узнали из нашего с мужем дневника о туннелях под городом и пользовались им, чтобы воровать все, что попадется под руку. Но теперь он и его сообщники в тюрьме. Дженна продает еще больше супа из устриц, из-за чего туман на острове стал в 2 раза плотнее. Кейт собирается голосовать за Холта. У влюбленных Фрэнка и Нэнси, похоже, все хорошо. А касатка... Мой рассказ подошел к концу. И вот теперь, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне их задать. Знаете, остались. Все, что вы мне сейчас рассказали, это, извините меня, какой-то несвязанный бред. Во-первых, у Нэнси есть парень, и они с Фрэнком просто друзья. Как вы там смогли любовь разглядеть, я не понимаю. Во-вторых,
Если вы с самого начала знали, где спрятана касатка и из-за чего все происходило на острове, зачем все это было? Зачем вы наняли детектива? Почему не обратились к шерифу? Зачем вы усложняли для Нэнси расследование своими загадками? Разве вам самой не было бы выгодно сразу и сообщить, в чем дело? А в-третьих, я не понимаю, почему Фрэнк взял на расследование не менее компетентного детектива своего брата Джо, а Нэнси Дрю. Я сначала подумал, что это из-за травмы руки. Я задавался всеми этими журналистскими вопросами, но теперь я совсем ничего не понимаю. И если вы мне немедленно не расскажете, как все было на самом деле, я напишу о вас такую разгромную статью, что слухи о вашем сумасшествии покажутся сказкой. Я слушаю. А вы внимательно меня слушали. Хорошо, я расскажу вам правду, мистер Харди. Да-да, я сразу поняла, что вы не журналист. Хотя бы потому, что у вас с Фрэнком одинаковый маскировочный костюм на двоих. Вы бы хоть его постирали ради приличия. Я расскажу вам все. Потому что Фрэнк обманул не только вас, но и меня. Он обещал, что после этой истории ко мне вернется голливудская слава, что ко мне приедут журналисты, режиссеры. А в итоге приехали вы. Мне очень жаль, что мне пришлось вас обмануть. Мой брат последние полгода стал очень странно себя вести. Внешне изменился, стал что-то проворачивать без меня, а теперь еще и это дело. Я бы хотел узнать, что Фрэнк задумал. Так вот слушайте. Когда я уезжала из бухты Морского Дракона, я оставила все. И люди решили, что я окончательно спятила. Проблема в том, что я оставила кое-что важное для меня. Дневник Бенджамина Хокинса. Как только эти события начали происходить, я сразу поняла, что кто-то нашел его и использует в своих целях. Понимаете, мы с мужем исследовали каждый сантиметр земли в бухте Морского Дракона. Все, что мы обнаружили, мы описали в дневнике. Получается, что все эти кражи и преступления происходили также и по моей вине. Тогда я наняла детектива, чтобы он в первую очередь нашел этот дневник. Ваш брат раскрыл дело за пару дней, но он не мог вернуть мне дневник без помощи шерифа и оперативной силы. А я, как оказалось, не могла ему заплатить. Последние мои деньги ушли на содержание маяка. Тогда он придумал хитрый план, чтобы покорить девушку своей мечты. Девушку, которая не может жить без расследований. Нэнси Дрю? Зная о том, что в прошлом я голливудская актриса, а сейчас местная сумасшедшая, он предложил мне сыграть главную роль в своем маленьком спектакле. Он придумал дюжину головоломок, задач и посланий, которые как бы составлены мной. Это не я, а он отправлял записки в бутылках. Это он научил меня, что говорить по телефону. Это он вел Нэнси до самого конца. Вот только он, видимо, не ожидал, что она сама полезет на корабль злоумышленников. Однако все закончилось хорошо, но, видимо, не для меня. Да, он вернул мне мой дневник, но мою былую славу, видимо, уже никто не вернет. Это должен был быть мой звездный час, но придется смириться с тем, что я вышла в тираж. Передайте мои искренние соболезнования бывшему парню Нэнси Дрю. Вы сказали бывшему? О, Нэнси, ты приехала! У меня столько всего произошло. Смотри, я подстриг усы. Тебе нравится, а? А на работе? Нэнси! 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 Что с тобой?
Может, про расследование мне что-нибудь расскажешь? Ха. Понятно. А Фрэнк? Молодец. Ха.